Дорогие друзья, приветствую вас на канале Deep Sky Astrology. Меня зовут Калинина Татьяна, я руководитель школы прогнозов Альфа. И сегодня мы с вами поговорим о том, какой продолжительности астрономические знаки зодиака. Мы с вами привыкли, что астрология определяет знаки зодиака продолжительностью по 30 градусов. Но это в какой-то степени обобщение, потому что астрономическая продолжительность знаков зодиака немножко другая. Обратите внимание, что Овен у нас имеет протяженность 27 градусов. Созвездие Тельца очень большое, оно 37 градусов, Близнецы 27, Рак 21, Лев 31, Дева тоже очень большое масштабное созвездие 41 градус, Весы очень маленькие, всего 19 градусов, Скорпион 30, но про Скорпион мы с вами поговорим позже, там есть у меня некоторые вопросы и наблюдения. Стрелец 32, Козерог 28, Водолей 24 и Рыбы, самое масштабное созвездие на небе, 44 градуса. И если мы с вами посмотрим, с какого градуса начинается каждый знак зодиака, то мы увидим также расхождение от того, к чему мы привыкли. Овен начинается с 4 градусов Овна и заканчивается в 1 градусе Тельца. Тут я, кстати, должна оговориться, что имею в виду не тропический, а сидерический зодиак. Тропический зодиак использует западная астрология, а сидерический — Джотиш. И он оказывается ближе к истине, чем тропический зодиак, то есть положение звезд на небе и планет на небе больше соответствует тому, как это прочитывает Джотиш, астрология. Телец с 1 градуса Тельца по 8 градус Близнецов и так далее. Смотрите, что... Обратите внимание, что некоторые знаки зодиака заползают на соседний, если быть вот в этой парадигме, по 30 градусов. То есть у нас немножко смещается граница между знаками. С 4 градуса Овна по 1 градус Тельца у нас знак Овна. Потом у нас Телец немножко дальше выходит за свое классическое, положение и занимает еще 8 градусов Близнецов и так далее. Еще также хочу обратить ваше внимание, что Скорпион и Стрелец — это вообще очень странное место в гороскопе. Мы с вами посмотрим карту звездного неба сегодня и увидим, что там есть некоторый феномен. Что еще интересного по этой таблице? В принципе, только то, что Рыбы также заползают на Овна, и чуть-чуть позже наступает состояние истинного Овна, чем мы с вами к этому привыкли. В связи с этим, конечно, возникает вопрос, а что, если я неправильно трактую свой гороскоп? А что, если мне перерисовать свой гороскоп, учитывая вот эти знаки зодиака, и посмотреть, допустим, Вимшоттари Дашу для этого исправленного гороскопа? Сделайте такой эксперимент, если у вас есть время на это и желание. Я с удовольствием почитаю ваши результаты. То есть, как я предлагаю вам сделать? Вы рисуете свой гороскоп с новыми знаками зодиака, какие-то планеты не передвинутся, какие-то передвинутся. И посмотрите периоды этих планет, которые изменили свое положение. Возможно, период Вимшоттари покажет вам лучше события в этот период, чем они были показаны до этого. А мы с вами продолжаем, и я хочу обратить ваше внимание на то, что знаки зодиака не всегда вот так вот четко делят дни на зоны своего влияния. Дело в том, что если мы представим себе наблюдателя на Земле, человечка такого, и увидим несколько планет на небе, допустим, вот здесь Венера, здесь Солнце, здесь Меркурий, то мы с вами увидим, что они двигаются по линии эклиптики. Линия эклиптика — это линия видимого движения Солнца вокруг Земли. Да, я в курсе, что мы вращаемся вокруг Солнца, а не оно вокруг нас, но это видимое вращение Солнца вокруг Земли. И планеты по этой линии эклиптики также проходят небо. Может быть, немножко отклоняясь южнее или севернее, но тем не менее они все находятся примерно в этой зоне.
Что нам это дает? Дело в том, что не всегда созвездие, заканчивается здесь одно, допустим, Овен, и начинается, наоборот, надо было Овен здесь, а Телец вот здесь. Значит, не всегда это созвездие начинается вот так вот однозначно. Закончился Овен, начинается другой. Дело в том, что созвездия астрономически делятся совершенно по-разному. То есть это может быть вот такой участок неба, где-то с выемкой, где-то он выпирает, да. И есть некоторые зоны, где у нас есть совместное влияние двух знаков на одну и ту же планету. То есть, вот, допустим, этот Меркурий может находиться под влиянием нескольких знаков. И это очень интересное наблюдение, которое я хотела бы исследовать чуть побольше и обозначить те знаки зодиака, которые влияют на планеты совместно. И мы с вами разберем первый участок неба между созвездием Весов и созвездием Скорпиона. Посмотрите, вот эти синие линии показывают зону совместного влияния двух этих знаков зодиака на одну и ту же планету. Обратите внимание, что вот эта дуга, которая идет по данному изображению, это та дуга, по которой двигаются планеты, то есть это у нас линия эклиптики. И вот эта зона пересечения линии эклиптики и вот этой синей зоны, это и есть то место, которое предположительно находится под влиянием обоих знаков. Посмотрите, здесь достаточно яркие звезды созвездия Скорпиона, и здесь технически уже зона Весов. Как вы видите, вот границы этого знака зодиака. Вот они. И вот эта зона у нас попадает под совместное влияние со Скорпионом. Следующий участок неба — это созвездие Льва и Девы. Созвездие Девы, как вы знаете, у нас одно из самых больших, 41 градус. И оно вот раскинулось в левой части нашего изображения. Лев чуть-чуть правее находится. И вот она, дуга вот этой линии эклиптики. Что мы здесь видим? У нас опять синяя зона разделяет два знака зодиака и показывает влияние обоих знаков. Вот здесь у нас созвездие Льва, и как видите, оно вот в данной зоне выходит немножко за пределы вот этого перпендикуляра, да, условного. Получается, что здесь находится одна из очень ярких звезд созвездия Льва, это бета Льва, и тут же находится бета созвездие Девы, то есть это две достаточно, скажем, образующие созвездие звезды. Этими нельзя пренебречь. Поэтому также окончание созвездия Льва и начало Девы — это зона, где влияют оба этих созвездия. Давайте смотреть дальше. У нас таких мест на небе целых 5. Давайте посмотрим дальше. У нас есть очень интересная зона на небе между созвездием Весов и Скорпиона. Мы уже, в принципе, с вами обсудили, что она находится под влиянием обоих этих знаков, но мы должны учесть, что есть еще знак Змееносца. То есть у нас есть созвездие Змееносца, которое вот в этих идет границах. И так как линия эклиптики у нас лежит чуть выше, чем само тело, да, Скорпиона, то получается, что технически планеты, которые проходят Скорпион, вот на всем этом промежутке имеют влияние именно от Змееносца, потому что, как вы видите, граница знака Скорпион находится ниже, чем линия этой эклиптики на данном рисунке. Конечно, на небе немножко там по-другому. И по сути вот эта зона синяя, которую я выделила между Весами и Скорпионом, она имеет влияние не только этих двух знаков, но и еще созвездие Змееносца. Здесь находится несколько важных звезд этого созвездия, и это вообще такая зона 3 знаков. На следующем рисунке мы рассмотрим с вами ситуацию со знаком Козерог и Водолей. Тут тоже все неоднозначно. Получается, что
Козерог, вот его границы этого созвездия. Следующее место на небе, которое тоже хочется рассмотреть, это граница между созвездием Водолей и Рыбы. Посмотрите, у нас линия эклиптики проходит вот здесь, вот эта дуга. И как вы видите, вот начинается знак Водолея, заканчивается, да, наш Козерог, проходят планеты по этой линии эклиптики, и здесь они встречают опять зону влияния двух знаков. Рыбы уже почти начались. И вот здесь вот они чуть-чуть не дотянули до линии эклиптики, но здесь находятся одни из самых важных звезд созвездия Рыб. То есть мы тоже не можем их игнорировать. Рыбы не работают только вот отсюда, да, где пересекается, ну или отсюда, допустим, с этой точки, где пересекается линия эклиптики и граница этого знака. Получается, что планеты испытывают влияние знака Рыб еще немножко, там несколько 4-5 градусов до выхода из знака Водолей. Это тоже вот зона совместного влияния на одни и те же планеты, и это интересно исследовать в гороскопе. Еще одна иллюстрация — это зона перехода из Рыб в Овен. Но это зона Ганданты, мы знаем об этом, там астрологи уже давным-давно замечали что-то странное, да, что планеты, попадая в это место, ведут себя нехарактерным образом, они как будто бы попадают в кризис. Ну и обычная такая классическая концепция на эту тему, то, что знак Рыб, он водный, знак Овна, он пламенный, огненный, и, скажем, переход от водной стихии к огненной, он такой вот кризисный. И здесь планеты, ну, скажем, сгорают. Что у нас происходит с астрономической точки зрения? Получается, что вот она у нас линия эклиптики. Вот она. И когда планеты пересекают вот эту линию, они технически как бы заходят в Овен, но практически получается, что на них еще влияет звезда Альфа Рыб. Альфа Рыб, альфа любого созвездия — это самая главная, самая яркая звезда. И, безусловно, созвездие Рыб еще продолжается в этой зоне. Поэтому я тоже считаю, что начало знака Овна — это зона влияния двух знаков — и Рыб, и самого Овна. Причем, посмотрите, они почти на одной широте находятся, да, вот эти звезды Гамма, Овна и Альфа Рыб, то есть это однозначно совместное влияние двух знаков на одну и ту же зону. Мы, конечно, будем пользоваться и этой системой, которую мы сейчас обозначили. Я надеюсь, что скоро выйдет наше приложение в течение 2 месяцев, и мы сделаем там опцию перерасчета знаков зодиака на вот такую астрономическую концепцию такую. И последнее изображение — это более подробно, да, вот эта зона между Водолеем и Рыбами. Давайте еще раз посмотрим. У нас здесь линия эклиптики, вот она, вот такая неправильная. И вот в этой точке пересекается начало совместного влияния с Рыбами. Вот здесь она заканчивается. То есть планеты, пересекая вот эту точку по линии эклиптики, они находятся и под влиянием самого Водолея, потому что здесь одна из важных звезд Водолея находится, и уже под влиянием Рыб. Поэтому, кстати, грубо говоря, здесь еще влияет Альфа Пегаса, но у нее влияние очень точное, узкое такое, скажем. Тем не менее, если у вас в второй части знака Водолея есть какие-то планеты, попробуйте их передвинуть в Рыбы и посмотрите по Вимшот Ридаши, насколько хорошо вы видите события, которые произошли в вашей жизни в этот период. Итак, вот эта система, которая астрономически правильная. Здесь не отражены вот эти совместные влияния двух знаков, то есть вот эти промежутки не обозначены. Но тем не менее, вот этой системой мы собираемся в рамках нашей школы пользоваться, экспериментировать на ее базе и смотреть, насколько хорошо она работает. Я надеюсь, что через несколько месяцев без опозданий выйдет наше мобильное приложение, в которое мы внедрим функцию посмотреть свой гороскоп
гороскоп через вот такую систему координат. Также напоминаю вам, что летом 2022 года к 5-летию школы прогнозов Альфа у нас стартует большой новаторский экспериментальный курс по Deep Sky Astrology. Ссылочка на него будет внизу под этим видео в закрепленном комментарии. И на этом курсе мы с вами обсудим более подробно и вот эту систему координат, и все другие новшества и открытия, которые мы сделали за последний год в нашей школе в процессе изучения астрономии и интеграции астрономических знаний в астрологическую нишу. С вами была Татьяна Калинина. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.